приветик, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня здесь помощник на кухне, который хочет поделиться своим рецептом о пироге. Это практически ананасовый перевернутый пирог. Все составляющие рецепта я подпишу под видео. Следите за процессом готовки этого пирога. Я думаю, что вам понравится. И я буду смотреть сам тоже, потому что я никогда это не видел, как это делали. Так что это очень интересно для меня самого. В первую очередь растопим масло. Теперь добавляем коричневый сахар. Теперь масло с сахаром топятся вместе. Теперь сюда мы наливаем сироп. Этот сироп с банки, где были ананасы. Это размороженная вишня с морозильника, которую будем пользоваться, которая добавится в этот пирог. Теперь берем кольца этих ананасов консервированных и добавляем в этот сироп. После вытаскиваем эти ананасы и ложим в формочку для этого пирога. Вот так мы все разложили ананасы после того, когда они побывали в этой кастрюлечке с сиропом. Вот такие ананасы мы пользуемся для этого пирога. Баночка, и здесь 432 грамма. Тем временем всю нашу вишню, то, что мы разрезали пополам, мы положили туда в формочку с ананасом. Так что ананас накрыты красиво. А теперь весь оставшийся сироп мы заливаем сверху. Здесь мы сделали ошибку, потому что дно от этой формочки снимается, и у нас все стало протекать. Вам надо взять форму, которая не снимается и не будет протекать. Вот так мы все сложили ананасы и вишню, и все залили тем сиропом. И теперь это останется, пока мы будем теперь взбивать тесто. Итак, мы приступаем делать тесто. С банки у нас осталось 1,5 ананаса. То, что мы раскрошили на кусочки, и положим в эту машину. Туда же сейчас мы зальем сахар. Или сироп с баночки. И все это мы сейчас проработаем блендером. Так, в большую миску мы взяли 3 белка от яиц. Желтки мы положим туда в ту массу, что у нас взбивалась ранее с сахаром и с ананасами. Так что желтки идут в массу с сахаром и с ананасами. Теперь мы желтки взбили в массе с ананасами. Сейчас мы вливаем белки. Туда мы сейчас добавим эссенцию ананасов. Теперь эти взбитые белки. Вот так у нас получились белки взбитые. Это 3 белка с 3 яиц. Теперь мы сюда добавим эссенцию от ананасов. Теперь мы добавили все растительное масло. И все это мы взбиваем. Все это сбилось. Теперь то, что мы массу сбили раньше с белком, с желтком, с ананасами и с сахаром, все это теперь мы добавим в взбитые белки. Все теперь взбиваем вместе.
Теперь взбитую массу, куда мы добавили массу желтков и ананасов и белков, мы добавляем муку. Теперь мы аккуратно должны перемешать муку с массой, потому что масса была взбитая и там много воздуха. И чтобы яйца не потеряли воздух, мы потихоньку вмешиваем муку в эту массу. Вот такая у нас масса получилась. А теперь это тесто, то, что у нас получилось, мы должны аккуратненько залить форму, там, где у нас уже ананасы с вишней. Все это тесто теперь у нас в форме, и мы залили сверху ананасов с вишней. Теперь все, что у нас в форме, идет теперь в духовку. Духовка нагрета на 150 градусов. Итак, наш пирог готов. Он выпекался при 150 градусах 40 минут. Только хочу вам посоветовать, когда будете печь этот пирог, пожалуйста, возьмите другую форму, так что дно не отходит, потому что мы когда сиропом залили, пока оно выпекалось, и немножко протекло, что это что должна быть форма, которая с дном, которая не отходит. Итак, мы сейчас перевернули этот наш пирог. Итак, вот что у нас сегодня получилось. Очень вкусный ананасовый пирог с вишенками. Этот пирог лучше подавать, когда он теплый, со сливками, с мороженым. Итак, время разрезать и посмотреть, что же у нас получилось. Разрезается очень легко. Вот такое у нас художество получилось сегодня. Итак, это то, что мне приятель сделал. Поделиться хотел с рецептом. Рецепт этого пирога я оставлю под видео. Посмотрите, какая красота. Теперь я попробую. Очень вкусный, влажный, пышный в то же время. Очень сладкий. Этот пирог лучше всего подавать, как я сказал, со сливками, со сбитыми сливками или с мороженым. И подается в теплом виде. Итак, надеюсь, что это видео вам всем понравилось. Если понравилось, то поставьте лайк. Я был бы очень признателен, если бы подписались на мой канал. А на этой ноте хотел бы сказать, берегите себя, своих друзей, знакомых, близких и родственников. И мирного неба всем нам. Пока-пока. До новых встреч.